Судьба играет человеком. Только тот, кто сам пережил лагерь, может представить себе, сколь неуклонно эта лагерная действительность вела к обесцениванию отдельной человеческой жизни. Даже самый отупевший заключенный не мог не осознавать это пренебрежение к индивиду, к человеческому существу в ситуации, когда из лагеря отправляли больных. Изможденные тела буквально сваливали на двухколесные тачки, и те, кто был не намного сильнее, должны были их катить, иногда многие километры, на ветру, в дождь, в метель, всегда. Если кто-то из назначенных на отправку был уже мертв, в общую кучу сваливали и его. Число должно соответствовать списку. Список — вот что важно. Человек же важен лишь постольку-поскольку, мертвый или живой. Он — номер. Жизнь этого номера ничего собой не представляет. И что стоит за этим номером — судьба, биография, имя — еще менее существенно. В эшелоне больных, с которыми я как врач переправлялся из одного баварского лагеря в другой, был юноша, оказавшийся здесь добровольно. Он не хотел расставаться со своим братом и так долго упрашивал старосту, что тот обменял его с кем-то другим номером, именем и фамилией. Нет ничего проще, только списки должны сходиться. Ведь, как уже говорилось, никаких документов у нас давно уже не было. И каждый в этом эшелоне был счастлив обладать одним лишь своим еле дышащим телом. А то, что еще облекало это тело, буквально тряпье, становилось уже областью интересов остающихся. С нескрываемым интересом, сознанием дела они осматривали эти полутрупы, выясняя, нет ли смысла взять здесь башмаки или куртку. Ведь судьба тех уже была предрешена. А остающимся, то есть хоть сколько-то работоспособным, еще могло пригодиться все, что повышало шансы выжить. Да, о сантиментах здесь речи не было. Человек терял ощущение себя как субъекта не только потому, что полностью становился объектом произвола лагерной охраны, но и потому, что ощущал зависимость от чистых случайностей, становился игрушкой судьбы. Я всегда думал и утверждал, что человек начинает понимать, зачем то или иное случилось в его жизни, и что было для него к лучшему лишь спустя некоторое время, через 5 или 10 лет. В лагере же это иногда становилось ясно через 5 или 10 минут. Уже в Аушвице я сформулировал для себя принцип, правильность которого обнаружилась уже скоро, и ее подтверждали впоследствии большинство моих товарищей. Если тебя о чем-то спрашивают, следует отвечать по возможности правдиво, но о том, о чем не спрашивают, лучше молчать. На вопрос о возрасте я отвечаю правду. На вопрос о профессии отвечаю «врач», без уточнения специальности, если о ней отдельно не спросят. В первое утро в Аушвице на плац, где мы стояли, явился офицер СС, и начались перестановки. Те, кому нет 40 лет, должны стать сюда. Те, кому за 40, туда. Скомандовали стать отдельно рабочим по металлу, автомеханикам и тому подобное. Потом нас со спущенными брюками осмотрели на предмет грыжи и некоторых отделили. Одну группу отвели в другой барак и снова пересортировали. Меня, после того, как я кратко и четко ответил на вопросы возраст, профессия, поставили в одну маленькую группу и отвели в следующий барак, где опять-таки начались перегруппировки. Это повторялось несколько раз, пока я не оказался в бараке с иностранцами, говорившими на непонятных мне языках.
где почувствовал себя совершенно несчастным. И тут последовала еще одна, последняя сортировка. Меня погнали в другой барак. И что я вижу? Да ведь здесь мои старые товарищи, мои земляки и коллеги. И это тот барак, откуда я вышел в самом начале. Вряд ли кто-то заметил, какой путь я проделал. А я подумал, сколько возможных вариантов судьбы коснулось меня. Могло свершиться и не свершилось за эти считанные минуты. Когда направляли уже упомянутый эшелон больных в облегченный лагерь, мое имя, то есть мой номер, значилось в списке, так как были нужны врачи. Но никто не был убежден в том, что эшелон действительно идет в облегченный лагерь. Похоже, эшелон уже формировался несколько недель назад, и он пошел не в лагерь, он пошел в газовые камеры. И вдруг новое сообщение. Желающих могут вычеркнуть из этого списка и направить в ночную смену, которой мы так боялись. На это тотчас вызвались 82 человека. Через четверть часа было объявлено: эшелон отменяется. Но те 82 были уже в списках ночной смены. Большинство из них погибли в ближайшие 2 недели.